Я уже очень давно автоматизирую свой дом. И, наверное, самый заавтоматизированным у меня стал балкон здесь. Я очень много экспериментирую в части отопления, в части освещения, какие-то другие сценарии отрабатываю. Раньше у меня здесь был, как у всех, завал. Это было просто хранение разных инструментов, материалов. Но потом я решил, что, наверное, не стоит этому месту пропадать, и начал его переделывать. Здесь у меня стоят два икеевских кресла, очень давно купленных, и, соответственно, икеевский столик. Поскольку я решил на балконе проводить довольно много времени, то мне пришлось сделать серьезное утепление на балконе. Я сначала купил такие вот конвекторы, они совсем не умные и даже совсем простые. У них используется внутри стич, нагревательный элемент, то есть самый простой. Но у них есть и свои плюсы. Во-первых, один из плюсов то, что их целых два. Я купил сначала один, потом купил второй. Наверное, через год только уже точно такой же, такую же модель. Ну, чтобы они были симметрично и выглядело это не совсем страшно. Рассматривал разные варианты типа плинтусов электрических, но они очень дорого стоят, а эти коннекторы, они довольно мощные и обошлись не очень дорого. У них есть несколько режимов работы, точнее их два. Ну и еще есть такая крутилка, которая позволяет регулировать температуру корпуса, при которой он будет отключаться. И, соответственно, у меня они выставлены на максимальную мощность. И, соответственно, такой же есть регулятор режимов. Это 0, это первый режим, это второй режим. Сейчас они у меня стоят на втором режиме, это максимальная мощность. Эти обогреватели 1,5 киловатта. Но я их использую в таком очень хитром режиме. Они у меня сделаны, сейчас подключены последовательно. Но я, конечно, пробовал их подключать и параллельно. Но, в общем-то, такая мощность, она особо не нужна на таком маленьком балконе. То есть это 3 киловатта. Ну и я еще делал эксперимент, как же все-таки можно ограничить мощность этих конвекторов, чтобы они были поумнее, чтобы они умели менять свою температуру. Они мне нужны для того, чтобы создать здесь такую тепловую завесу вдоль окна, потому что окно большое и будет очень холодно зимой. Ну или даже там, я когда еще в октябре сидел осенью и весной, когда сидел, то все равно довольно прохладно от окна. И, соответственно, мне приходилось и включать. Когда включаю на полную мощность, то очень жарко. Если включить их на половинную мощность, то все равно тоже будет очень жарко. Но при таком режиме, когда надо будет, они не смогут прогреть балкон очень быстро. То есть я, допустим, решил утром на нем уже там посидеть, но, соответственно, я не смогу, потому что будет холодно еще. Для того, чтобы их подключить последовательно, я сделал такой переходник небольшой. Он здесь вот установлен. Понятно, что я пробовал сначала и просто тройники использовать, но сделал такой из двух розеток переходник, и они теперь работают последовательно. Конечно, из 1,5 киловатта получилась мощность там сильно ниже, но получается, что вместо 3 киловатт они дают только 750 ватт. Это максимальная мощность, которую они в таком режиме могут выдать. Здесь еще используется умная розетка. На самом деле она особо не нужна, потому что есть вот еще такое твердотельное реле, с помощью которого я регулирую мощность этих обогревателей. Это твердотельное реле, оно на 40 ампер. К нему сразу купил еще и радиатор, довольно большой, но он специально для этого реле рассчитан. И максимальной мощности, если я использую там 3 киловатта, то он, по сути, там чуть-чуть тепленький становится. То есть он, в принципе, начинает работать. Если меньше, то, конечно, по сути, никакого эффекта не дает, он стоит совсем холодный. Ну и для того, чтобы это реле работало, у меня вот проводом черным и синим подключено еще одно устройство. Это такое специальное устройство самодельное. Оно здесь спрятано. Пока оно сделано без корпуса, просто на макетке. Но мне, в принципе, этого достаточно. Я не хочу его даже в корпус никакой убирать, потому что, возможно, мне придется его еще и переделывать. Это используется ESP8266.
VMS плата. К ней пришлось припаять ножки, все пины. Но в принципе большого смысла в этом нет, потому что можно было напрямую подключить, и также бы все работало. Но хотелось вот именно такую маленькую макетку это все установить. Здесь я еще установил самый дешевый такой датчик температуры. У меня их несколько в разных там видах сделаны, но это такой один из первых был куплен. И в принципе эта плата, она сможет сама там определять по этому датчику температуру в помещении и плавно регулировать мощность на конвекторах для того, чтобы можно было уже как-то там по-умному настроить их работу. Понятно, что эта плата, она подключается по Wi-Fi, но все взаимодействие с ней идет по MQTT, то есть она в систему умного дома передает значение этого датчика температуры, передает текущие свои настройки, ну и также получает команды на изменение режимов. Если я решил не использовать встроенный в него алгоритм работы, а сделать, например, там в системе умного дома, в Home Assistant свой какой-то сценарий работы по температуре. Для того, чтобы этот реле могло работать в другом альтернативном режиме, я еще использую датчик температуры внешний. Он у меня расположен здесь у выхода почти в темном углу, чтобы на него не попадало солнце, иначе он будет перегреваться. И чтобы на него не дуло с улицы, иначе он будет тоже переохлаждаться и работать некорректно. И просто с этого датчика я считываю температуру, и дальше, когда мне надо будет, я, соответственно, могу настроить на этом микроконтроллере нужный процент работы этих конвекторов. То есть он, по сути, этим твердотельным реле включает, выключает несколько раз, до 100 раз в секунду, может регулировать мощность. Но я сделал, что у меня эта мощность примерно по 10% регулируется. Даже еще меньше сделал, потому что если регулировать по-разному, то есть если 10% включать, то довольно приличное получается мерцание в электросети из такой большой нагрузки, как конвектор. Ну и на некоторых лампочках у меня это видно, что не очень хорошо. Поэтому я выбрал несколько разных режимов, которые позволяют максимально снизить нагрузку на электросеть. То есть это понятно, что есть режим 100%, есть режим 50%, при этом он не просто каждую полуволну обрезает, а соответственно делает волнами целыми, то есть частота получается где-то 25 Гц. И еще есть несколько режимов, они тоже более такие щадящие для электросети. Это когда включается режим 66% и 33%. То есть получается, что две полуволны обрабатываются, а одна пропускается. Это для 66. Если надо для 33, то, соответственно, две пропускаются, а в одну идет сигнал на твердотельное реле, и оно включается. Оно может включаться сколько угодно раз в секунду. Но понятно, что оно выключается только в момент перехода через ноль питания. И из-за этого получается, что, конечно, частота она ограничена. То есть невозможно сделать, например, работу 1%. То есть получается, что одна полуволна проходит, и 99 полуволн он пропускает. То есть такое мерцание, оно будет раз в секунду видно на каких-то других устройствах. Сама умная розетка, она не нужна. По идее, она только используется для подсчета текущего электропитания, потому что некоторые конвекторы, они могут отключаться, и в этот момент нагрузки не будет. В основном из-за перегрева. Но эти конвекторы у меня, они нормально работают. У них есть еще сверху такая вот перфорация. Она позволяет теплу выходить наверх, а не только через такую вот решетку. Ну и, конечно, они больше тепла отдают и практически не пригреваются, и защитное термореле у них нет, оно не срабатывает. Я, конечно, могу и по-другому, без этой розетки, понятно, там включить на
ESP режим там 0%, и тогда это реле твердотельное, оно вообще не будет срабатывать. И, в принципе, то есть вообще не будет эти конвекторы греть. Ну, а для того, чтобы подсчитать затраченную электроэнергию, понятно, что я знаю процент срабатывания этого реле и, соответственно, мощность текущую обогревателей. Ну и, соответственно, я могу просто это значение и записывать. То есть, если там 50% от 750, ну там 300 с чем-то ватт, 380 ватт будет мощность этих конвекторов. И недавно я еще начал переделывать и сделать теплый пол. Здесь раньше была плитка, теперь здесь ламинат. Тут еще лежал теплый коврик подогреваемый тоже. Сейчас это обычный коврик лежит. И поставил такой термостат умный, работающий по Zigbee. Мне он, в принципе, очень понравился. Стоит он недорого. У него есть разные способы работы по внешнему датчику температуры, по внутреннему датчику в полу. И они у меня тоже синхронизированы с работой этих конвекторов. Для управления этим термостатом у меня есть еще кнопка отдельно сделана с помощью беспроводного выключателя, тоже работающего по Zigbee. Если я на нем нажимаю кнопку, то он включает термостат на 20 градусов, то есть это текущая, целевая температура теплого пола. 19,5 это текущая температура, которая сейчас установлена. Она постоянно меняется, потому что датчик аналоговый и очень большой разброс. Поэтому Гистерейс я поставил 2 градуса. Этого вполне достаточно для того, чтобы это реле, оно не постоянно, этот термостат не постоянно включал реле и там не создавал никакой дополнительной там нагрузки в сети. То есть он щелкает гораздо реже, дольше прослужит, и в общем-то это гораздо будет лучше. То есть если когда 1 градус сделать, то он очень часто срабатывает. Такой вот беспроводной выключатель, работающий по Zigbee от TUI экосистемы. По сути, в Home Assistant и там через Zigbee это нормально добавляется, никаких проблем с ним нету. Есть точно такие же 2 выключателя, у которых была проблема, то, что они быстро разряжали батарейку. У этого проблем гораздо меньше, он работает нормально, там другого немножко производителя. Но тоже очень удобно. В принципе, вот так вот он срабатывает. У него есть несколько разных вариантов работы. Есть двойное нажатие и удержание. Правая клавиша, она задействована для работы сейчас термостата, то есть чтобы я его мог включать или выключать без каких-то дополнительных команд с помощью клавиши. Левая клавиша, она задействована для работы плеера, который находится на балконе. Это сделано такое отдельное специальное Bluetooth устройство, усилитель, к которому подключены колонки, и на него можно там передавать поток. У меня сделано через сервер умного дома, интернет-радио транслируется, и в общем-то все хорошо работает. Средняя клавиша, она включает подсветку на балконе. Здесь есть еще такая умная лампочка. На самом деле она установлена в плафон, он тоже икеевский. Такой светильник. Для того, чтобы теплый воздух у меня не скапливался вверху балкона, сделан такой вентилятор. Это компьютерный вентилятор, установлен на 12 вольт, но сейчас он работает от 5 вольт. В принципе, может быть, этого не очень достаточно для того, чтобы как-то поток воздуха направить сильно вниз, но какую-то работу он все равно выполняет. Для управления этим вентилятором тоже установлено там такой готовый комплект. Это ESP01 вместе с реле на 5 вольт. И питание, оно сделано там вверху от такого маленького DIY-ного блока питания, тоже 5-вольтовое. Была идея сделать отдельно блок, допустим, побольше, на 12 вольт, а уже на ESP отдавать напряжение поменьше, с помощью специального регулятора.
Внутри стоит лампочка E-Light. Одна из первых была куплена. В принципе, она работает более-менее нормально. Разные режимы поддерживает освещение. Но мне нужен был вот именно такой цвет. А другие особо я не использую. Но иногда бывает, когда нужно больше света, я могу включить белый и на максимальную яркость. Сейчас где-то около 20% стоит яркость всего. Работа вентилятора сделана там довольно хитрым образом. Он включается сейчас при мощности обогревателей на 100 Вт. Он включается при мощности работы конвекторов на 100%. Но если там меньше, то, соответственно, он выключается. Я еще делал несколько вариантов. Там специально лежит такая линейка деревянная. На ней я размещал еще датчик температуры внешний и, соответственно, сравнивал температуру вверху и внизу. И после этого принимал решение. Если разница больше 2 градусов, тогда включал вентилятор. Но это казалось излишним, потому что если конвекторы на меньшей мощности работают, то разницы температур такой получить, конечно, не удастся. На этом выключателе на двойные режимы вынесены управление там светильниками в соседней комнате. То есть это кухня, гостиная, в которой есть 3 потолочных светильника. И на нем, соответственно, я могу включать или выключать так, как это мне нужно будет. А удержанием я меняю работу плеера. То есть если мне нужно выбрать какой-то другой канал с другого интернет-радио, то я, соответственно, удерживаю нужную клавишу, и у меня режим переключается. Еще я пытался установить такую рулонную штору. Несколько раз прикреплял ее на скотч, но она все равно от температуры на балконе там, скотч отклеивался, и эта штука падала прямо на стол. В общем, это, конечно, не очень безопасно, поэтому я решил ее убрать, и надо ее крепить будет прямо к раме. Рама алюминиевая, нужно будет там как-то придумать крепление, чтобы прикрепить очень прочно. И, видимо, придется сверлить, но это как-нибудь потом сделаю. В итоге я сделал просто, установил такую штору. Она совсем не умная, просто разворачивается, но уже несколько лет она работает вполне нормально. И никаких проблем с этим нету. То есть я его раскрываю, и все лето она в таком состоянии находится. Это очень комфортно на балконе, становится не жарко, и в принципе можно вполне неплохо здесь находиться летом. На столе у меня еще размещен такой светильник. Это лампа Гайвера, практически единственный экземпляр, который полностью был закончен. Внизу я использовал крышку, там отмороженного, очень удобно получилось. Ну, в общем, все работает. Я фактически использую только один режим, но все остальные режимы тоже на нем функционируют. Там по разной, в общем-то, разными настройками можно это все менять. В принципе, для некоторых вечеров это вполне неплохое решение получилось. Ну и еще на балконе размещена веб-камера, но она в таком находится импровизированном чехле. Камера C110, это вторая уже версия этой камеры. У нее плюс, что она гораздо более детальное изображение делает, ну и в принципе неплохо снимает. И видно там всю парковку, и можно там найти себе парковочное место, если приехал и не нашел, где еще установить, поставить машину. Предыдущая версия C110, первая, у нее был немножко больше диапазон охвата. Она прямо очень много видела, там, широко видела парковку, и удобно было искать места. Но детализация была не сильно там хорошей. И, в общем, я решил поменять на такую камеру. Чехол нужен для того, чтобы эта камера не засвечивалась, когда тут горит свет.
или из соседней комнаты, когда свет ночью, потому что инфракрасную подсветку я не могу на ней включить, а она находится в помещении за стеклом, и в стекле отражается, конечно, довольно сильное изображение, поэтому приходится использовать такой чехол. Но усилитель находится здесь, он просто лежит на полу, и к нему подключены колонки, довольно старые, но работает, в принципе, это все хорошо. У меня таких усилителей где-то 5 штук по квартире, и я могу спокойно переключать звук на нужный себе усилитель. Питается он практически любым напряжением, до 27 вольт от 5 вольт. И сейчас у меня блок питания используется, который на 15 вольт. Он пришел, я вообще заказывал 5 вольт для Raspberry, но мне пришел на 15 вольт 3 ампера. Ну, я в итоге его сюда подключил, он тоже нормально работает. Это практически все, что сейчас у меня сделано на балконе. Есть еще датчик открытия балконной двери. Он используется в некоторых сценариях для того, чтобы выключать термостат. И есть еще такой недавно установленный датчик вибрации на ручку. Я много способов пытался сделать, как определять положение окна, но это оказался самым надежным вариантом, когда я просто могу в любом положении оставить этот датчик, и он дает угол и, соответственно, нормально определяется, открыто окно или нет. И я могу принимать разные решения там, по отоплению и работе термостата на этом умном балконе.